Дао Дэ Цзин– это книга о Дао и Дэ, то есть о Боге Отце и Святом Духе. Имеющий истинное знание идет прямым путем. Единственное, чего я боюсь, это вовлечение в суету. Прямой путь совершенно ровен, но люди предпочитают извилистые тропинки. Если земные правители все свое внимание направляют на роскошь своих дворцов, то поля зарастают сорняками, и зернохранилища пусты. Те земные правители одеваются в роскошные одежды, носят острые мечи, не удовлетворяются простой пищей, копят для себя чрезмерные богатства. Это равносильно разбою и является нарушением принципов Дао. Познавая себя, познаешь других. Помогая другим, познаешь все. Кто умеет крепко стоять, того нельзя прокинуть. Кто умеет опереться, того нельзя свалить. Да, о таком человеке будут помнить потомки. Но когда обретешь ту же устойчивость в Дао, будешь тогда светить на других людей его светом, подобно восходящему солнцу. И позаботься о помощи в этом твоей семье, другим людям, живущим вокруг в твоей стране. Затем везде силу сознания обретешь через это, необоримую и безграничную. Как я это все познал? Да вот именно так. Кто живет в слиянии с великим Дэ, тот чист, как младенец. Ядовитые насекомые и змеи его не кусают, свирепые звери на него не нападают, хищные птицы на него не кидаются. Он утончен сознанием и прочно слит с Дэ. Он оценивает людей не по признаку пола или другим внешним признакам, но смотрит на их суть, на душу. Он также воспитывает всех, как составные части единого, в единстве. И он обладает способностью порождать в людях духовный рост. Он может проповедовать весь день, но его голос остается сильным, ведь он в постоянном слиянии с Дао. Такая его жизнь протекает в счастье. Обычные же люди, едва достигнув расцвета сил, сразу же начинают увядать в старости. Это потому, что они не достигли слияния с Дао. Не передать истину только через слова.
надеющемуся на это не понять полностью то, о чем здесь идет речь. Но кто отбрасывает личные желания, избавляется от земных страстей, уменьшает свои потребности, достигает ясного понимания, не стремится к славе, пребывает в устойчивом, утонченном до предела состоянии сознания, тот представляет собой изначальное и глубочайшее Дао. Его нельзя соблазнить, обидеть, принудить, уговорить на то, чтобы его прославляли. Ему невозможно повредить. Он светит, как солнце. Он, как источник, из которого каждый может напиться. Он – наивысшая драгоценность среди людей. От Дао исходят покой, гармония, справедливость. Но среди людей хитрость, корысть, обман, насилие. Войти же в Дао можно лишь через недеяние. Когда люди стремятся к накоплению множества ненужных вещей, они беднеют духовно. Когда изготавливают слишком много оружия, тогда неизбежно растет бандитизм и начинаются мятежи. Когда искусственные умельцы все свои силы направляют на создание материальных ценностей, тогда в стране перестают происходить чудесные явления. Когда законы и репрессии в стране становятся суровыми, растет число недовольных и сопротивление. Вот почему мудрый устраняется от суеты и предоставляет событиям вершиться без его непосредственного в них участия. Изменения надо начинать с себя. Я стремлюсь к тишине и покою, и другие успокоятся, наблюдая меня. Я не стремлюсь обладать многими материальными благами, и люди вокруг меня тоже начинают довольствоваться малым. Я живу без земных привязанностей и страстей, и люди вокруг меня приходят к простоте и естественности жизни. Когда земные правители правят в покое и гармонии, народ тоже спокоен и умиротворен. И он не стремится никуда из этого своего благополучия. Если же земные правители действуют возбужденно и агрессивно, тогда и народу становится плохо. Беды и несчастья приходят тогда на смену благополучию. И люди начинают задумываться, искать выход. И некоторые его находят, приходя к недеянию и погружаясь в свет беспредельного Дао. Удача и счастье – вот что в итоге рождается из беды. Как мы видим, счастье и несчастье порождают одно другое. Мудрый же человек, он всегда спокоен, мягок, нежен и справедлив.
Он не стремится отнять что-либо у другого. Он бескорыстен и никому ничем не вредит. Он правдив и живет в гармонии с Дао, с природой и другими людьми. И он светил, но не блестит. Чтобы успешно служить Дао, помогая духовно людям, надо уметь сохранять и накапливать свою силу сознания. Для этого требуется воздерживаться от всего, что ведет к ее напрасной трате. Такое воздержание на высших ступенях пути приведет к наращиванию собственной силы Д, которая может стать неисчерпаемой и способной обеспечить полноту познания Дао. А Дао является вечной и бесконечной изначальной основой каждого человека и всего материального мира. Дорога же, соединяющая с основой, именуется корнем. Деятельность Дао и Дэ по отношению к бесчисленному множеству разновозрастных индивидуальных душ можно сравнить с приготовлением блюда из множества ингредиентов в огромном котле. В отношении большинства людей при осуществлении заслуженных ими самими судеб Д использует духов, в том числе отнюдь не высоких уровней развития. Но если человек приближается по качеству души к Дао, он выходит из сферы влияния таких духов. Великое царство Дао находится как бы за устьем реки, за ее низовьем. Океан ниже всех рек, и потому все реки текут в него. Океан пребывает в покое и терпении. Он ожидает подходящих к нему и проникающих в него. Океан – это великое царство, а на земле существуют малые царства, состоящие из людей. Великое царство заботится о том, чтобы исчерпывающе насытить собою всех входящих в него. А в малых царствах пусть правители заботятся о том, чтобы у них тоже все были сыты. Тогда все будут получать то, что они желают, и в великом царстве, и в малых царствах. И запомним, что великому всегда полагается быть ниже всех.